Обычно все наши мотопутешествия начинаются из гаража или от дома. В этот раз оно начинается на лавочке с чемоданом в ожидании, когда приедет за нами такси в аэропорт. Лететь нам в эту чудесную и загадочную страну, неизвестную 5,5 часов. 6. Да, 6 часов. Мы время 4:30, мы ждем такси. День у нас сегодня крайне длинный и насыщенный, потому что нам сегодня нужно успеть что? Проснуться для начала. Вот. Во-вторых, нам нужно успеть в аэропорт, потом из аэропорта добраться до отеля, из отеля добраться до компании, где мы арендовали мотоцикл. А дальше нас ждут приключения. Да. Будет интересно, но дальше все, наверное, по ходу будем расписывать, по ходу будем говорить, что и как, в том числе по поводу аренды мотоцикла в чужой стране. Вот. Ну, как бы так. О, кстати, наш такси приехал. Он же не тяжелый. Каким кажется. Я вот теперь начинаю нервничать на стойку регистрации. Ну ладно. Да не переживай. Да, 5,5 часов полета. Приключения на 5 минут зашли и вышли. Да? И уже прилетели. Сейчас забираем багаж. Нас должен ждать таксист, Трансфер. который отвезет нас в аэропорт. Ой, тьфу Куда ты, в господи. аэропорт? Мы уже. Да, из аэропорта в отель. Вот. Но до этого нам нужно совершить еще 2 важных дела. Нет, сначала каких? В туалет сходить. Так поменять деньги и купить сим-карту. Да. Ну, короче, ладно. Сейчас идем за багажом. Так, мы уже забираем багаж, а наш чемодан уже на карусели катается. Да не беги ты. Я не могу, это наш чемодан. Это не наш. А? Это не наш. В смысле не наш? Он там в синем чехольчике, это не наш. Че, в целости все доехало? Я очень на это надеюсь. Да. Сейчас небольшой спойлер. Внутри нашего нашего чемодана шлема. 2. 2. Положи в сумку эти. Да, сейчас положу. Точно наш? Антонов. Антонов. Всё. Можно было так, конечно, на всю страну не кричать. Вырежешь. На, положи наш. Давай, поехали в Exchange. Да все окей, доехал вроде. Поменяли $200 на 1770 марокканских дирхамов. Курс 8. 8,90, да. 86. Не знаю, хороший, нехороший. Ну, короче, в городе еще посмотрим. Да, Но пока узнаем. на первое время, думаю, хватит. Так, мы ищем нашего таксиста. О, вот стоит. Где? Вот, с надписью. Отлично. Hello. Солнечно тут, однако. Прекрасно тут. Скажи всем привет. Все привет. Так, мы в такси едем в аэропорт. Почему я хочу сказать в аэропорт? Потому что ты хочешь уехать? Нет, мы только приехали. Вот. Сейчас мы едем в отель, заселяемся.
И потом нам нужно будет поехать забрать мотоцикл. Да. Вот. Мы купили сим-карту. Сим-карта обошлась в 220 20 да, дирхамских долларов. Я не знаю, сколько это. Ну, короче, не очень дорого. 1300, наверное. Да, 48 гигабайт на месяц. Ну, для поездки более чем хватит. Вот. Поэтому сейчас в отель, и потом будет большой трип за мотоциклом. Это вообще Да. все. Не меняйте деньги в зоне выдачи багажа. Лучше выйти к выходам. Там есть несколько банков, там курс Там лучше. курс получше, да. Вот. Да. Нас, короче, привезли. И высадили в Бросили. очень живописном месте на рынке. Да, И сказали вам в ту сторону. ну пошли. И пахнет рыбой почему-то. Где? Я увидела. Что ты увидела? А, вон он. Наверху, да, надпись? Все. Да. Так, а вот Табак. теперь самое прикольное. Нам нужно будет найти здесь парковку. В смысле, вы что, на русском разговариваете? Попозже, спасибо. Позже, брат, позже. Слушай, а мы уверены, что мы в этом отеле хотим останавливаться? Не знаю, а что? Мы уже здесь остановились. Ну, более того, я тут забронировал на 2 ночи. Кошмар, они чуть тут не летают. сбили. Вообще. Смотри, нам вот сюда. Блин, прикольненько. Эть. Нет. Нам на 2-й этаж, да? Да. Hello. Давай. Hello. Hello. Rooms on the next floor. Okay, thank you. Пошли. Так, Нифига себе. Это все нам? это все нам. Душек. Ну. Мне очень нравятся фрамуги в этом везде. Шкаф. Номер есть где спать. Слушай, он очень аутентичный. 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 Ну а теперь, То, ради чего все мы здесь сегодня собрались. ну не то ради чего, но по крайней мере доехали все наше в целости и сохранности или нет. Барабанную дробь будешь вставлять? Обязательно. Так, Тут ничего не понятно. да. Ну достань Я хоть так один. думаю, надо просто один достать. Ну блин, мы же не вазы везли в конце концов. Так. Да, все отлично. Да. Ну супер. Ура. Ура. Так, продолжаем продолжать. Ну, наверное. Теперь нам нужно на такси добраться до места аренды мотика. Нам что-то объяснили? Нам Как? объяснили, что нужно ловить красную моторикшу, Да. махая ей рукой, говорит... Слушай, здесь опасно на русском разговаривать. Категорически согласен. Все почему-то сразу понимают, кто ты, откуда ты и как с тобой вести дела. О, мне пойдет такая штука? 100%. Пошли. Ну, короче, как и в любом такси, началось «дорогу покажешь», а дальше уже по ситуации. Там электронный Сусанин, да, покажет? Да. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Нас привезли в какое-то место, сказали ждать. Сейчас придет какой-то чувак, чтобы нам что-то выписать. Вообще это отель. Ну, это апарт-отель, да. Ну, да. И внизу они доставляют мотоциклы из У них, короче, база в Марракеша. Марракеше, вот, а сюда, в Касабланку, они доставляют на мотике. А учитывая, что мы из Касабланки, они, по идее, должны были его сюда доставить в 3 часа. Мы приехали чуть раньше. Да, сильно чуть раньше. Вот. Короче, ждем.
Надеюсь, все будет окей. Пока вообще непонятно, мы еле нашли это место. Ну, потому что никаких опознавательных знаков нету. Да. Вот, но охранник сказал «is here». Охранник сказал из here, да. Чудесный охранник на французском, английском сказал, что ждем здесь. Да. Ну что, ждем, значит. Так. Не совсем то, что мы хотели взять в аренду. Совсем Ах. не то. Совсем не то. Мы хотели взять Road King, но в итоге нам дали Road Glide, потому что Road King Марракеш, он попал в ДТП. Вот. В итоге нам дали Road Glide на 114 моторе. Вот. Ну, как всегда, все приключения, интересно, все не так, как планируешь, но в этом и весь кайф, наверное, в том числе путешествия, да? Вот. Ну, Да, очень много приходится общаться с местными. да, Очень на много непонятном нам языке. Ну, почему непонятно? Вот. Они разговаривают на английском, но английский с поправкой на французский и арабский. Да. Да. Ну, в общем и целом, вот на такой шушлайке мы ближайшие 16-14 дней недели. будем гонять. Да. Ну что, погнали? Ты его отфоткал? Да, я его полностью отфоткал, полностью отснял. Вот. Посадка совсем другая, не такая, как на моем Heritage. Очень низкий руль. Хотя он классический, но он очень низкий. Ух ты, где там тормоза-то? Где-то здесь. Что, куда-то наверх, да? Ну, наверное. Направо, налево нельзя. Ну давай направо и там развернемся, да? Думаешь? Не, давай направо. Лёрос, ты снимаешь? Да, снимаю. А я не снимаю. Знаешь почему? Почему? Потому что кто-то забыл поставить аккумулятор в камеру. Кто это мог быть? Удивительное дело. Удивительное дело. Кто это мог быть? Да уж. Так, это мечеть Хасана II. Вот. Можем к ней, я так понимаю, доехать. Думаешь? А почему нет? Как эта штука называется? Мечеть? Чего? Позорище. Мечеть Хасана II. Допустим. Слушай, ну красиво. Возьми, пожалуйста. Пожалуйста. И все-то не слава богу. Ладно, Потому микрофон что не все проебали. не подготовлено. Все вот так вот. Бегом, бегом, бегом. Потому что мы сегодня только проснулись в Москве. И уже сейчас мы находимся в Касабланке. Уже взяли мотоцикл, не тот, который хотели, но настроение это ни хера не испортило. Мы уже покатались немножко по Касабланке. Уже сейчас находимся у мечети Хасана II. Вот, идем внутрь, чтобы покайфовать, посмотреть. Ну просто смотрите, какая здесь. Пусто. Она частично на реставрации, да? Я так понимаю, да, судя по вот этому всему. Но дорого, блин, 280 дирхамов за На двоих. Но опять-таки это для того, чтобы зайти внутрь. Мы что-то не сообразили и заплатили, а по факту мы могли просто зайти сюда, просто погулять. Это А ты внутрь думаешь, билета. просто зайти, просто погулять, это другие А он же деньги? сказал, что это типа для этих. Ладно, пойдем внутрь, посмотрим, что там. Ну, за 140 дирхамов там должно быть красиво. Сейчас узнаем. Быстрее! Быстрее. Сейчас все Sorry, закроется. guys. Пошли вон там на английском болтают. fait 3 hectares. Allez-vous dire combien se fait là? La deuxième, c'est où? Где на английском? Не, ну
это же просто красиво. Это же прям... У меня есть слова? Но они немножко 18+. Да, не немножко. Ну прям... Нет, очень красиво. Пошли послушаем. Пойдем. You can observe there are no carpets here. Carpets are placed only when really people can pray, like during Ramadan. Outside Ramadan there are no carpets. Here the marble itself, which is beautiful to see. So visitors can enjoy the beauty of the marble. We have Carrara marble. Да, я не поняла. Ну там другой этаж какой-то, фонтаны вон какие-то. Короче, все это работает в Рамадан. Или не работает в Рамадан, ну короче. Что-то как-то Короче, связано надо сюда ехать в Рамадан. с Рамаданом. И с посещением... в некоторую пятницу и в что-то там посещение королей местных. Все-таки маленькие исторические справочки пошли. Нет, я пересказываю то, что услышала от этого, от гайда. Понятно. Пошли. Спешала гайд. Конечно, немного не кошерно, что мы со шлемами здесь и с пакетами, но так получилось. Слушай, ну пакеты они сами дали. Да. Не, я к тому, что как бы, руки заняты. Ну, не суть. Зато... Ну здесь очень красиво. Мы идем в хамам. А это получается как раз вот то, что мы там снизу видели, да? Сверху. Сверху. Ну Блин, да, нижние этажи. Вон они. Как интересно. Ты думаешь, что это хамам? Да ну я шучу, ну, там просто так и выглядит. Там фонтан, этот сферическая какая-то комната, и по углам сделана скамья из, как ее, мозаика. Это, блин, похоже на хамам. И пахнет здесь, кстати, как в хамаме. Ну да, пахнет влажностью. Даже понимаю. А, это фонтаны. Все-таки. О, прикольно. Еще бы они работали. Они не работают все. Во, смотри наверх. Там видно потолки Ага. красивые. Блин, классно. Но Но пахнет... жалко, что они не работают. Да, но пахнет если- прям вот как в хамамах. Если бы они работали, было бы еще прикольнее. Кайфно. Ну, блин, ну вот скажи, что ты отсюда тоже не видишь. Ой, здесь потолочек прикольный. Ты видел вот эти арочки? Как сталактиты какие-то. Вот не знаю, как так получилось, но мы просто вот тут одни вообще. Ну-ка, бахни. Да я же не поющая. Улетай наверх. Ну, какая-то есть. Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. А я дальше текста не знаю. Ну вот, а так началось красиво. Я коня знаю. Давай. Выйду ночью в поле с конем. Ночкой тихой, тихо пойдем. Мы пойдем, станем по полю вдвоем. Я все перепутал. Ну, короче, фиг знает, как так получается, но мы реально тут одни. Уже нет, Уже нет. уже пора валить. Кайф. Неописуемо, сказала собака, глядя на Баобаб. Это мы Аминь. точно вырежем. Извини, пожалуйста. Нормально. Я отвлеклась на рыбку. Вот так вот по красоте надо ездить по Касабланке, да? Американский мотоцикл, американская музыка. Что еще надо?
Русские за рулем. Русский за рулем. А вон паркинг. Буковка П. И стрелочка вниз такая. Так, мы идем на завтрак. Нам дали ключи, да, киткаты, ксансонка. Нам дали ключи вот вроде как от этой фигни. Почему? А попробуй, там вчера французы ее открывали. Я думаю, это номер. А, они свой номер открывали? Черт, ладно. Так, ладно, пошли на завтрак. Ты что, хотел к французам? А? Ты хотел к французам, это будет международный скандал. Мне кажется, можно там колесенку интересную на второй, на крышу. Интересно посмотреть. На всякий случай еще раз. Бисквит, багет, апельсиновый сок, Круассаны. чай. Круассан. А, были круассаны, которые мы схавали. Чиз и джем. Кофе приличный. Черный. Так, мы выехали из Касабланки в Танжер. Ехать нам 4 часа по платнику. Вот. Какие впечатления от Касабланки? Давай так. Смешанные. Он одновременно напоминает турецкий Эрзурум, кубинскую Гавану. Вот. Ты пропускаешь на кольце. У них типа зеленый. Типа обычный перекресток. Я понял. А кого он там еще напоминает, ты остановился? Напоминает турецкий Эрзурум, в котором мы были, такой небольшой прибрежный город. Хотя Эрзурум не прибрежный, это он городской же город. Ой, Ну, за счет город. вот этой вот мечети. Да, и напоминает, получается, кубинскую Гавану. Но только вот как ты четко заметил, да, что на Кубе это испанский колониализм, да, а здесь французский колониализм. И это прям вот очень сильно чувствуется везде и во всем. Вот. Но в целом очень прикольный, интересный такой самобытный город, но он небольшой и, не знаю, мне кажется, здесь больше, чем пару дней делать и... Так, подожди, а нам туда, А, мы под стрелочку, да? Ну, значит, мы можем ехать, потому что уже зеленый. да? Ну, здесь надо понимать, мы останавливались в историческом центре. У нас отель в Медине. Вот. И он очень аутентичный, очень самобытный. То есть ты тут прям погружаешься вот в этот вот старый город. Но когда мы вчера ездили забирать мотоцикл, мы ехали вдоль прибрежного района. Он Ocean Beach или Ocean Drive, что-то такое. Что-то такое, да. Подожди, Атлантик. Atlantic Ocean... Да, Atlantic Ocean Drive или что-то такое, как так он называется. Вот. И там прям контраст такой вот, очень приличный район, очень дорогие виллы, дорогие машины, стейкхаусы, рестораны. То есть прям очень сильно отличается от того места, где мы остановились. Никакой самобытности, только лакшери. Да. Но опять-таки лакшери, знаешь, такой довольно своеобразный лакшери, потому что все равно все очень уставшее, очень такое, как, блеск и нищета все равно. То есть дорого, да, но Ну не Сочи, короче. не Сочи. Далеко не Сочи. Фига себе, у нас новые критерии оценки лакшери — это Сочи? Блядь, 1 миллион за квадратный метр. Как ты думаешь? Ну, тоже верно. Ну вот как бы, и это не Мудов. Ну ладно. Сейчас мы валим в Танжер. Да. Посмотрим, что... еще мы в Рабат заедем. Мы же не только в Танжер, мы же... Через Рабат. Да, мы же еще и в Рабат. Ну там, Вот. может, надо было поставить точку, чтобы доехать до этой крепости. Да, давай. Кстати, если будете на своих
24 это вот, я так понимаю, 95-й. Ну, что-то в этом роде, да. Ну, как- аналог. У них нету понятия по октановому числу. У них нет понятия, как в Турции, регуляр, там какой-то другой бензин. У них эссенс, да, или как это там было? У них, короче, есть дорогой бензин и дешевый бензин. Да. Покупайте дорогой бензин, и будет вам счастье. Нет, есть дороже, там за 14 с чем-то еще есть. Ну да. Поэтому... Слушай, ну да, на моем Heritage 120 это уже прям ты вот так вот едешь, то есть ты прям сопротивляешься. А здесь за счет федера просто ебашишь. Ну, мотоцикл для разных целей. Ты не обойдешься одним мотоциклом. Да? Как бы ты ни хотел, не обойдешься. Да. Слушай, это европейцы? Они даже... подняли руки, молодцы. Да, там девочка, мужик в навигаторе копался. Это чехи? А вы кто? А мы русские. За чехами? Да. А, там тетка сидит. Говно вопрос. Если тетка сидит, то это хорошо. Hello. Мерси. Thank you. Bye. Hola. Почему Ола? Не знаю. Мы туда? Не-не-не. Блин, когда копы начинают пахать, это немного это. Да. Нифига, у них прям этих есть шипы. Ага. Мы куда-то же въехали в какой-то большой красивый город. Так мы, походу, по Рабату-то и едем уже. Ну прикольно. Ты выключил, нет? А где Нет, этот? я не Welcome to Rabat. Слушай, Слушай, я так понимаю, это Рабат, да? это скорее всего Рабат. Да. Ну, блин, это Рабат. Мы же едем в Рабат. Да. Слушай, ну по сравнению с Касабланкой, это, конечно, ну, небо и земля. Здесь прям цивилизация как То будто есть бы. насколько вот красиво даже здесь, вот все вот это вот зелень, вот это все. Это пробка на въезде. Привет. Какой он серьезный. Да. Блин, слушай, ну да, прям сильно красиво. Опа. Полицейский. Даже копы здороваются. Блин, слушай, ну мотоциклист есть мотоциклист. Хоть кто-то. Поэтому, когда копы не здороваются, это тоже такое себе. Зашквар? Да. Ну, у нас мотобат всегда здоровается. Он тебя, конечно, потом остановит и спросит, что ты хотел? Вот. Поздороваться? Да. Ну, Привет. да, ну все, блин, красиво тут. Я в некотором замешательстве, но вот эта площадь называется Российская. Мое почтение. Даже тут русские отметились. Но это не русские. Россияне? Но почему она называется русская? Российская, точнее. Необычно. Возможно, Слушай, это ну- район какой-то, где русские селятся. Может быть. Слушай, ну мне Рабат нравится гораздо больше, чем Касабланка. Ну Вот. подожди, мы еще по нему столько не гуляли. Ну тоже верно, это тоже надо вот уйти туда куда-то. Нет, вот с там другой вот, стороны, они в принципе, вот мы по улицам ездим, они выглядят интересно. Да, Нету ощущения разрушенности. да. Ну, да. Блять, ты не туда, что ли, А, Там. да, блять, ладно. Извините, пацаны, мы не специально, мы свои, мы все хорошо. Вот, это Медина, я так понимаю. Да. Я там вообще по беспределу, да, Да. сделал все, блин. Да.
Там чуть ли не навстречку, короче, лишение со всеми Нет, там вытекающими. не навстречку, там разворот через две сплошные. Да? А, ну это недорого. 5000 рублей всего. Слышь, ты 5000 рублей. Ты с ними рублями хочешь расплачиваться? Могу рублями расплатиться. У нас нет налички рублей. Так, я думаю, не выключать тогда, да? Тут ехать 2 минуты. Блин, смотри, как красиво. Но если бы мы еще сейчас с музыкой здесь ехали по всей красоте, Откуда кавказский акцент? я не знаю. Мы русские, у нас так. Вот по Ну, этой сюда, дороге, да. да? Так. И вон туда. Наверх. Там пешеходная же. Не-не-не-не, наверх, вон туда. Вот сюда. Ага, и вот сюда. Но Да. туда, наверное, нельзя. Но Здесь мы как- остановка запрещена, А потому вот что... парковка. А, Ну типа. Так, короче, у нас же есть мелочь. что-то какая-то мелочь есть. Так, где тот, который ответственный за все это? Ну, я так понимаю, это на очередь на паркинг. А где ответственный? Он скорее безответственный. Брат, иди сюда. Стой. Где можем встать? Спасибо, брат. А почему я спросил его по-русски? Вот. Не знаю. О, блин, могли хорошо сюда встать, да? Вон, тачка вообще выезжает. Не, я думаю, не стоит занимать прям машинное место. Ну, проедь туда, да. Но по-хорошему бы Он, встать кстати, да, где-нибудь... туда и хотел тебя поставить. Куда? Туда, где я показал? Да. А если вот сюда мы воткнемся? Здесь вот машинное О, место. а давай вот сюда воткнемся рядом с этим. Мы приехали в крепость Рабат. Ну, вообще, для начала в город Рабат. Да, в город Рабат и крепость Рабат. Да. Вот. Сейчас мы здесь... О, смотри, вон та штука красивая, высокая. Это, наверное, какой-нибудь супер-мега-мегаскреб. Да, сейчас покажу. Мегаскреб. Да, мега-скреп. Короче, сейчас мы погуляем немножко по Рабату. Ну, может быть, часик. И потом нам нужно будет валить до Танжера. Еще 3 часа туда ехать. Уже не 3, мы уже час ехали. Да. В общем, вот такие мы крутые пацаны. Я не знаю, будет это, не будет видно. Сейчас покажу. Что-то очень крутое, большое, похожее на огурец. Морской. А может и морской. Но это тоже город. Получается. Но это прям старая Медина, получается. Она не жилая. Почему Да? она, наоборот, таки жилая? А? Это как это? Мцхета. Мацхета? Да. Positive energy. Что-то с Energy связано. Мне кажется, это как Мцхета. Не, мне кажется, это не жилая. Почему? Да здесь одни магазины. Нет, вот жилой дом. Это не жилой это дом. Почему не жилой? Почему это жилой дом? Вон грочек стоит, дверь заперта. О, смотри, какой дворик. На рыбалку, что ли, собралась? Мы блогеры ебаные, да? Ты посмотри, какая синь вокруг. Да здесь даже не только в сине дело. Ты посмотри, какой Рабат вокруг. Пляж. Ёлки-палки.
Рабадан. Хватит снимать, пошли. Слушай, при беглом взгляде... Куда ты все назовешь? Чего? Куда ты все назовешь? В неизвестность, Неизвестность? конечно. Страшно же в неизвестности. Как там? Там нас ждут неприятности. Так они же нас ждут. Нас ждут, а мы тут. Да. Ты думаешь, а наши, кто нас будет смотреть, они вообще в курсе про вот эту фразу, про «они нас ждут»? Не знаю. Пошли. Никто нас не смотрит. Ну, тоже верно. Слушай, ну океан клевый, он красивый. Он зеленый. Мне где-то встретилось суждение с девушки, что один раз увидев океан, Ага. море ее уже не впечатляет. Ну вот. Типа океан это совершенно другой уровень. Ну, так и есть. И купаться в океане и в море – это разные вещи, там разные волны. Но мы с тобой, когда купались в Атлантике на Кубе, ну, согласись, другой совсем. Там Карибы. Ну, Карибы, да. А там тоже О! Нифига себе, там что чувак изобразил. А вон там тоже или не готовятся. Но они в гидрокостюмах прям, смотри. У них, наверное, нет такого понятия, как официальный пляж, неофициальный пляж. Я думал, да. Что, будешь смотреть, как они там самоубиваются? Ну, тут братюня рыбалку ловит. Море, океан? Ну, больше море или больше океан? Ну, это же залив. Здесь вон лиманы. А океан вон там. Вон там океан. Атлантика. Атлантика. Между прочим. Ну это еще что, пацаны? Мы сегодня до Гибралтара доберемся. И 13% девчонок. А это вот башня вот эта Рабанская, она очень, ну, на всех фото, по-моему, она... Музыкальное сопровождение можно клипу не делать, у нас будет так фоном. Кевин Костнер, между прочим, поет. Я за него рада. Изумительно талантливый мужчина. Да не говори. Талантливый человек, талантлив во Талантлив всем. во всем, это точно. Но здесь гораздо красивее, чем в Касабланке. Здесь вот действительно вот эта вот Африка, которую на картинках смотришь и так далее. Это вот, наверное, правильно приехать сначала в Касабланку, потому что помнишь, когда мы приехали первый раз на север, и нам что сказали? Что типа правильно, что вы приехали сначала на Териберку, а потом поедете на Средний и Рыбачий. Типа у вас по... Мать моя женщина. Я вас исключительно приветствую. Вот. Очень обеспеченный. Да, исключительно. Товарищ. С учетом цен на бензин, да. Да. Вот. Так, нам чуть-чуть правее получается, да? Вот. И получается нарастающая красота будет. И здесь, видимо, то же самое. Касабланка это такая живая, бурлящая история, но не туристическая. А не наоборот, туристическая. Ну не знаю, а вот здесь прям вот видно, что здесь и деньги, и природа, и все. То есть в Касабланке этого нет, там все выжженная пустыня. А здесь совсем по-другому. Но здесь Может прям, да, стараются. Да. Поэтому, наверное, у нас правильно вот это путешествие по нарастающей, там вот этот вверх пойдет. Ну а пока наслаждайтесь. Мы наслаждаемся, кайфуем искренне. Ну, я в частности. Ты? Тоже. Так, еще один платник по дороге из Касабланки в Танжер. Ну, это видно, что это платник, прям все так подсвечено. Я так понимаю, что желтые это транспондеры какие-то, да? Скорее всего, что да. Да, вот там типа значок какой-то висит. Так.
Сколько теперь мы должны денег? А он не показывает тариф. Здрасте. Hello. Да, 13. Вообще так я ничего. ему могла 20-ку дать. Но он уже не показал сколько. Но зато разменяли. Все? Да. Могу? Просто степь, но там Атласские горы. Ага. Мы туда поедем через какое-то время. Так, это уже 3-й ПВП. Здесь сколько? Слушай, ну мы немного проехали, мне кажется, тоже что-нибудь там 13. Кому из вас день? Что надо? И что это? А, типа на В выезде. Таджире, окей. А, получается здесь ты, да, если ты весь платник проехал, то ты типа оплатишь. А если нет, ну видимо на каком-то участке ты выйдешь, да? Так, это надо доставать этот билетик, да, я так понимаю? Угу. Так, мы наконец-таки доехали до платника, где нам нужно расплатиться. Да, у нас нифига нет топлива. А, вот же зеленый тоже, да? Давай мы сюда, что мы за всеми будем стоять? Hello. А? 66? Это мат? Мат? Короче. 66. А? Карта или с деньгами? Давай картой. Карт. Not карт? Only Окей. cash? Gas station. The station, Yeah. you will go directly on your right, you will find How many? How long? like 15 minutes. 50 minutes. А в километрах? Он километров. What? Kilometers. Kilometers, I don't know actually. Only 15 minutes like that. That's 60. 1 dirham. А? 1 dirham. Я не знаю. Блин, солнце, Не-а. Ну, мы когда стоим, мы много жрем. хорошо. Нам надо Бля. ехать. Бро, давай быстрее. Да ебать твою налево, ты пакетик разорвать не можешь. За 15 минут можно 100 километров проехать. Ну нет, это уж ты, конечно, загнула. Так, наша вторая заправка. К любому подъезжай. Первую мы продолбили, давай вторую. Ага. Зелененький, я так понимаю, наш. Ща, бро, подожди. Так, давай. Фу. Это сейчас около 200 денег, да? Даже больше, наверное, будет. Заодно сейчас узнаем, сколько литров. Ну, то, что мы реально приехали, не то, что на лампочке, там лампочка уже... Там уже в кредит, да? Да, она уже перегорела. 13, 14. Слушай, а здесь дорогой, он 14. Давай, бро, прям под завязку наливай. 250 денег. Даже больше. Что, у нас там литра 3 оставалось, у нас получается? Супер план. Ни хера мы. Ага. Все. Окей, все. Ну и дай пацану пятерку или там десятку, я не знаю, что-нибудь дай. Так, что, 265 денег. На, держи карту. Да, Я сейчас сколько? Да я хочу поискать мелочь. Давай. Слушай, а чего так дорого, 14 денег? А я откуда знаю, что оно так за дорого? литр. Это сколько? Господи. Где, блядь, у них тут пятерочка? Пятерочка нормально? Нормально. Это здесь где-то взлетно-посадочная? Блин, как будто такое ощущение, что он вот так вот просто Ага. опускается, да?
бы проехал. Да, поехали. Так, нам вон туда. Куда? Вот сюда? Да. Ай, какая. Офигеть. Настоящий огромный круизный лайнер. Но он прям здоровенный. А это Гибралтарский пролив. Пойдем вниз? Туда? Это Поближе? не Гибралтарский пролив. Не, вон там Гибралтарский пролив. Ну, пойдем пониже. Ковры ты пас. Ух ты. Это берберские ковры. Какие? Берберские. Ну, берберы плетут. Это типа все стопроцентная ручная работа должна быть. И в каждом регионе свой рисунок и свои расцветки используются. Я просто все на них хотела посмотреть, что это такое. Слушай, они довольно грубые. Потому что они домотканные. Какие? Ну, домотканные. Объясняй. Ну, ручная работа. А, Это не фабричные должны быть. handmade называется. Это Пойдем. типа, вот оно из кого, интересно? Не знаю. Ну, короче, я хотела на это посмотреть. Я просто думала я же хочу ковер в библиотеку. Ты давай это как бы, ну, такими фразами не разбрасывайся. В смысле? Я хочу ковер в библиотеку. Хорошо, Мне кажется, вы, женщина... отойди. Нет, библиотека – это то место, где стоит шкаф с книжками. Пошли. Все. Отмазалась. Угол у нас в жилище, Иди где шкаф с книжками. Иди давай. Ну, вырежешь это. Обязательно. Вот это берег Испании. Серьезно? Серьезно. Вот прям вот так вот? Да. Потому что это Гибралтар. Ну, то есть он прям небольшой. Гибралтар? Нет, это серьезно? Это уже испанский берег? Туда можно спуститься. С причала рыбачил Чел апостол Андрей, Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей. Спаситель погибших людей. Скажи что-нибудь умное. Не, сейчас это не ко мне. Сейчас это не к себе. Не Вообще нужен нам ничего. берег испанский. Не, Что-то там еще не нужно. ничего нам не надо. Нет, там это же стихи. Сейчас, подожди. Так, Не нужен мне. Не помню. ну вот. Так, минутка литературной мудрости не прошла. Слишком умная. Отбой. А где вы сегодня кушаете мороженое? أدير الله أبوني أنا صوّا أنا حجمي